Мы мусульмане, и мы придерживаемся, мы выросли в исламе, мы знаем о нем не понаслышке, это наша суть. Касательно «АЛЛАТРА» ни единым своим словом не противоречит подлинному исламу. Более того, я сам лично ислам понял глубже и по-настоящему, именно после того, как я ознакомился с Аллахом. Оно дает подлинное понимание истоков, сути самой религии. И никакого противоречия между тем исламом, который был дан пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и тем, что говорится в «АЛЛАТРА», ни единого противоречия не существует на самом деле. И каждый человек, который размышляет, который ищет истину, который не довольствуется тем, что ему рассказывают, а именно сам ответственно относится к самому важному для каждого человека, то есть к своему внутреннему достоянию. Каждый человек может это проверить сам и сам в этом убедиться. Хотел бы еще добавить, дело в том, что ислам как религия запрещает принимать другую религию, но «АЛЛАТРА» это не религия, «АЛЛАТРА» это международное общественное движение, которое проповедует добро, любовь к ближним своим и к Богу. Это движение, оно искреннее, оно настоящее. Участвую в движении почти с самых первых дней его создания. Это большая радость для меня и честь. Радость, потому что радостно от того, что не все в этом мире потеряно. Есть все-таки люди, для которых слова честь, достоинство, доброта, любовь, справедливость, для них это не пустые слова. Эти люди, с которыми я, скажем так, стою плечом к плечу, подтверждают вот это свое отношение в каждодневной своей деятельности. И это вдохновляет, это помогает не терять в жизни ориентиры. Движение «АЛЛАТРА» само по себе, оно это явление несколько, скажем так, непривычное для современного мира. Учитывая то, что сегодня всячески пропагандируется, в людях развивается эгоизм, там, выживает сильнейший и все такое, закон джунглей и все такие моменты. А движение «АЛЛАТРА», оно именно направлено на созидание и объединение всего мирового сообщества. А это есть единственный путь к выживанию в современных условиях, которые сложились именно благодаря нашему бездумному отношению к жизни в целом. На самом деле люди все, где бы они ни жили и каков бы ни был цвет их кожи, они едины по своей внутренней сути. И совесть, доброта, честь – это понятия, которые, скажем так, важны для любого человека, опять-таки, какой бы национальности он ни принадлежал. И вот то, что я отметил в своих, скажем так, друзьях, знакомых, которых знакомил с нашим движением, то, что в первый момент их это очень обрадовало. Именно вот своей, скажем так, необыкновенностью. Для современного мира это все несколько непривычно и необыкновенно. Хотя все просто, и суть этого движения, она близка на самом деле каждому человеку. Если человек откинет вот эти маски и будет искренним самим собой, он поймет, что нет ни единого слова лжи. И все, что делает движение «АЛЛАТРА» и к чему оно призывает, это то, что на самом деле нужно каждому человеку сегодня на планете. Просто нужно, опять-таки, откинуть все маски, быть честным самим собой и посмотреть на это все. Вот трезво взять и все проверить, там, ознакомиться, проанализировать, размышлять. Жизнь это не просто там покушал там, или другие там поспал, другие какие-то естественные потребности тела. Жизнь это серьезная, как это классик сказал, что жизнь прожить, не поле перейти. Еще бы хотел добавить от себя,
нашей стране к международному движению «АЛЛАТРА» относятся очень положительно. Почему? Потому что все те свойства, которые присутствуют в «АЛЛАТРе», это близки к качествам нашего народа. Почему? Потому что мы выросли на исламской религии, а ислам в первую очередь проповедует добро и любовь ближнему к Богу. Поэтому я думаю, что у нас это люди будут очень рады ознакомиться еще ближе, с Божьей помощью все будет хорошо. Украина является объединяющим в своем географическом положении между Европой и Азией. И действительно очень много культур, очень много народов, и именно эта широта души украинского народа, она является фактором, который помогает тому, что много людей приезжают, и оно способствует объединению. И если чуть-чуть вернуться к вопросу о религии, то именно к этому и призывал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что именно жить заветами Всевышнего, жить по чести, жить не так, как рассказывают какие-то умники и все такое, в смысле, а жить заветами Всевышнего, жить по-настоящему. По душе. Да. Жить законами души, именно так, как велит совесть человеческая. Кстати, возвращаясь к движению «АЛЛАТРА», генеральный директор нашего движения – это совесть. Что тут еще сказать, в смысле?